Сегодня практически в каждой стране есть закон о защите персональных данных. Что это значит? Это значит, что данные должны храниться в определенных юрисдикциях, которые прописаны в этом законе. Приведу пример. Россия. У нас есть закон о защите персональных данных. Это значит, что когда мы общаемся с каким-то клиентом, с каким-то человеком, то мы должны сюда все эти данные, переписки, вот эти вот все данные, соответственно, сохранять на своем локальном сервере, на российском сервере. Когда мы используем сервис N8N, ту же там облачную версию, для себя это отлично. Но когда мы используем его в качестве там и продавца, и консультанта, и агента, который взаимодействует с огромным количеством людей и, например, подключаем к этому облачному сервису инструмент памяти, memory, то мы тут же получается, что нарушаем этот закон, потому что инструмент памяти, он находится не на российском сервере, он сохраняет данные людей где-то в каких-то чужих странных местах. Как эту проблему исправить? Исправляется ли она вообще? То есть, может быть, вообще не стоит использовать сервис N8N? Нет. Ребята из N8N это предусмотрели. И теперь можно подключать, например, память, подключать обработку данных, хранение данных на различных локальных сервисах. Если мы будем использовать, например, сохранение данных от людей, которые приходят в Google Drive документы, либо запросы, которые приходят к агенту, и сохранять их в Google Drive документы, там Google Sheets таблицы, в Google Docs, то мы также нарушаем, соответственно, законы. Потому что Google Sheets, Google Docs не факт, что эти документы, именно эти ваши документы будут храниться на локальном сервере. Возможно, они будут храниться где-то в другом месте. Мы об этом никогда не узнаем. Поэтому, чтобы себя обезопасить, нужно к нашему AI-агенту подключать инструменты, которые позволяют хранить все данные, которые приходят в этого AI-агента на локальном сервере. Реально ли это сделать? Конечно, реально. Смотрите. Приведу банальный пример. Memory. Вместо стандартного инструмента памяти мы можем использовать Postgres Chat Memory. Postgres Chat Memory, ребят, сразу скажу, я не программист, я вообще не разбираюсь в программировании. Я предприниматель, который там больше уже 15 лет занимается продажами, маркетингом предпринимательства. Я в программировании вообще не шарю, ноль. Поэтому я могу допускать какие-то ошибки вот именно в словах, которые там программисты могут сказать: ха-ха, ты что, не знаешь, что это такое? Не знаю, ребят, не знаю. И вместе с вами сейчас с этим всем разбираемся. Потому что сервис N8N это сервис non-code, то есть без кода. Я без кода. Большое количество людей, я знаю, которые используют сервис N8N, тоже не разбираются в коде. Но это не мешает нам или не запрещает нам не использовать сервис N8N. Поэтому произносить слова, которые вот написаны, я могу плохо, потому что я плохо знаю английский на уровне собаки, я только слушаю, понимаю, а говорить не могу. И второе, я не программист, я не работал с кодом. Поэтому могут быть где-то ошибки. Не обращайте на это внимания. Главное суть понять. Вот, например, сервис Memory Chat от Postgres позволяет нам создавать, соответственно, выгружать все данные на наши локальные сервера. Но для этого нам необходимо как бы купить сервера. Второй пример приведу. У меня есть AI-бот, который сидит в определенном чате и слушает, соответственно, переписку этого чата. Раньше я его не мог активировать. Я его создал. Мы с ним работали, протестировали. Все круто работает. Но так как есть закон о защите персональных данных, а этот чат, он принадлежит как бы к российской юрисдикции, то мы не могли его запустить. Что мы сделали? Мы создали, то есть я купил сервера и отправляю все данные именно на сервер. Раз в сутки, то есть туда приходят данные, которые пришли, то есть информация, не информация, а переписка, грубо говоря, с чата. Эта переписка обрабатывается, отправляется, соответственно, векторный формат тоже на локальном сервере, то есть тоже на моем сервере. И дальше отправляется агенту выжимка для того, чтобы он смог написать краткое summary по сегодняшнему дню, что произошло в чате, какие темы поднимались, какие ответы были, какие идеи крутые пришли. То есть, грубо говоря, помогал участникам не читать всю переписку за предыдущие дни, а
получать такую вот краткую выжимку. Все данные, которые в него попадают, то есть все данные, которые мы здесь мы использовали, они все хранятся на моем локальном сервере, который я купил. По поводу сервера, я раньше думал, что использовать, то есть покупить сервер, это капец как дорого, но сейчас есть отличные решения, где мы можем купить не полностью как бы весь сервер, да, который стоит там самый бюджетный вариант, там 25 тысяч рублей в год, да, не каждый себе это может позволить. Даже 25 тысяч рублей в месяц, по-моему, в год, это я что-то мало сказал. Купить часть этого сервера, так называемый VDS. Что такое VDS? VDS это, грубо говоря, я могу путаться в понятиях, тоже что-то типа серверов, но это часть сервера. И стоит он намного дешевле. Например, смотрите, если перейти вот на тарифы, я здесь показываю Sprintbox, потому что не в качестве рекламы. Я просто использую SprintHost уже длительное количество времени, и они запустили, соответственно, такую возможность ориентироваться, покупать боксы VDS у них. И смотрите, здесь получается, что в день можно платить там от 130 до 2000, в месяц от 130 рублей для того, чтобы взять частичку сервера и на него выгружать, соответственно, свои данные. Подключить дальше все это к N8N, и все данные будут храниться уже на нашем локальном сервере. Мы как раз это реализовали. Но единственное, N8N не сможет выгружать сам эти данные. Нам необходимы какие-то инструменты, которые позволят с этими данными работать. Например, я выбрал инструмент, называется он Supabase. Supabase это инструмент, он чем-то напоминает, чисто вот мое простое объяснение, что Supabase это как бы волшебная мастерская, которая сразу дает тебе готовый скелет для твоего приложения, чтобы не строить, соответственно, все с нуля. Простыми словами, Supabase это то, что тебе не нужно устанавливать и настраивать сложный сервер. Supabase сразу создает для тебя базу данных Postgres, который мы используем там для нашего N8N, где можно хранить все, что угодно, от список пользователей до их сообщений. В Supabase делятся как бы базы данных. Хочешь, чтобы твое приложение могло заходить только свои люди, Supabase дает ключи, логин, пароль, социальные сети и сам проверит, кто ты такой. Больше ничего не нужно настраивать. Аутентификация, как только в базе что-то меняется, Supabase моментально шлет всем уведомления. Представьте чат-комнату, сообщение пришло, и оно сразу появилось у всех. Реактивность. То есть Supabase это такое удобное достаточно хранилище данных. Но единственное, если мы будем использовать Supabase как бы облачную версию, которая вот здесь есть, которую тоже большинство людей используют, то мы опять попадаем под то, что наши данные будут храниться на сторонних серверах. Поэтому нам для того, чтобы использовать Supabase, для того, чтобы использовать N8N, и не нарушать законодательство, и использовать и чтобы все это сохранялось на своем локальном сервере, нам необходимо установить, а Supabase позволяет установить за 0 рублей и использовать за 0 рублей весь их функционал на своем локальном сервере, и тогда сохранять все данные как раз на нашем локальном сервере, подключить все это к N8N, для того, чтобы все это прекрасно работало, один раз подключить, и все. После этого вы запускаете сколько угодно и агентов, и консультантов, и продавцов. Они все уже больше не будут нарушать законы о защите персональных данных, потому что все персональные данные будут обрабатываться и храниться на наших локальных серверах. Этим мы как раз сейчас с вами и займемся. Будем устанавливать Supabase, покупать локальный сервер, хранить. Я вам покажу, как установить Supabase на свой локальный сервер и хранить там наши базы данных, для того, чтобы AI-агент обращался к этим базам данных, мы не нарушали тот самый закон. Ребят, весь процесс, если вы делаете с нуля, то у вас может занять, там, не знаю, до 12 часов. Я специально не нанимал никакого программиста для того, чтобы самому попытаться разобраться, сможет ли обычный человек, вот такой же, как я, который вообще не шарит в коде, который не понимает код, который первый раз видит в жизни терминал, который вообще не разбирается ни в чем в теме программирования, разобраться с этой темой. Поэтому я сейчас вам буду простыми словами, так как я это понимаю, без каких-либо сложных определений, сложных зубревок, сложных там определений, сложных слов, объяснять, как мы можем просто установить
Supabase на свой локальный сервер и подключить его к N8N. Смотрите, значит, что нам потребуется. Единственное, если я сам, первый раз, когда я сам все это проходил, я на это затратил там огромное количество времени. Поэтому я написал инструкцию, вот она находится в моем чате, инструкцию, как установить Supabase на свой VDS сервер. Значит, смотрите, эту инструкцию вы можете, ну, я не то, что вы можете, я рекомендую вам скачать эту инструкцию, она находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Там ссылка на бота, попадаете в бота, и бот вам дает доступ, он вам рассказывает, как вы можете попасть в этот Telegram-чат и, соответственно, скачать эту инструкцию прямо здесь, ну и плюс посмотреть, получить доступ к огромному количеству шаблонов для N8N и к такому крутому сообществу, где мы вместе дружно обсуждаем тему работы с N8N. Значит, смотрите, инструкция, да, что нам необходимо? Нам необходим в первую очередь локальный сервер. Где купить локальный сервер? Вы можете купить его где угодно. Я просто больше, наверное, скольки там, с 2012 года держу свои сайты на SprintHost. Соответственно, у меня SprintHost, у них появилась функция SprintBox, и я там покупаю свои локальные сервера. Значит, но важно учитывать, что минимальное требование по локальному серверу это 2 гигабайта памяти. Желательно 2, получается, CPU, это, наверное, ядра. Домен не нужен, достаточно IP-адреса, доступ к серверу по SSH, программа или терминал на Mac или Putty для Windows. Я буду весь процесс показывать на Mac, но смотрите, у нас должен быть VDS минимум с 2 гигабайтами оперативной памяти. Мы заходим там в тот же SprintBox. Здесь есть несколько тарифов. Вот тариф за 130 рублей 0,5 гигабайтов памяти не подходит, 2 гигабайта памяти подходит. Значит, нам необходимо вот минимум вот этот вот тариф middle. Как мы его можем получить? У меня уже есть аккаунт SprintBox, я просто нажимаю там новый бокс. У меня уже есть аккаунт SprintBox, я просто создаю новый бокс. Здесь мне необходимо, чтобы соответствовало следующим условиям. Значит, это должно быть Ubuntu версия 20.04 или выше. В SprintBox, есть Ubuntu, сразу два варианта. Значит, я спросил у ChatGPT, чем отличаются эти два варианта. Он мне сказал, что этот вариант, он подходит на 9 месяцев, а этот до 5 лет. Я, соответственно, выбираю этот вариант, нажимаю «Продолжить». Здесь мне необходимо выбрать тариф. То есть 2 ядра, 2 гигабайта памяти и минимум 30 гигабайт места. Там, по-моему, 20 стояло. То есть мне этот тариф не подходит, этот не подходит, а эти тарифы подходят. Из этих тарифов самый дешевый, вот, 790 рублей в месяц. 790 рублей в месяц, чтобы не нарушать законы персональных данных, мне кажется, просто идеальный вариант. Выбираем, и единственное, нам необходимо здесь прописать название. Давайте пропишем N8N, Supabase, и это будет у нас тест. Все, нажимаем «Сохранить». Все, сейчас мы нажимаем «Создать бокс», и в течение нескольких минут у нас будет создаваться бокс. Также нам сейчас придет на электронную почту, соответственно, ссылка с паролями, со всеми данными, для того, чтобы мы могли войти в этот, как это правильно сказать, в этот локальный сервер. Нам на локальном сервере необходимо будет начать проводить определенную работу. То есть нам необходимо будет подключиться к локальному сервису. На Windows вы можете открыть приложение PPP2TT и ввести IP-адрес. На Mac я буду использовать Termius. Это приложение, с помощью которого я себе добавляю VPN и использую, соответственно, свои VPN. Также его можно использовать для того, чтобы зайти на свой локальный сервер и, соответственно, работать с ним и установить туда Supabase. Значит, смотрите, что я делаю. Мне необходимо ввести сюда IP-адрес. IP-адрес я возьму из письма, которое ко мне пришло. Так, здесь, значит, необходимо установить порт. Он по умолчанию 22. Имя пользователя по умолчанию root. И пароль, соответственно, тот, который мне пришел на электронную почту. Вроде бы все. Нажимаю Connect. Connect. Он меня спрашивает, хочу ли я действительно подключиться. Я говорю, да, давай подключимся. Все, я подключился на свой локальный сервер. И первое, что мне необходимо сделать, это изменить свой пароль.
Значит, мне необходимо сначала ввести свой пароль. Вот, я просто скопировал его, ставил и придумать новый пароль. Я придумаю, повторить. Все. Вошел, как вы видели, когда я вводил что-то, там ничего не отображалось. Это на сервере он так отображается. Поэтому я здесь первый раз, когда заходил, я по 10 тысяч раз, соответственно, все это вводил и думал, блин, почему ничего не печатается? На самом деле печатается, просто все это не отображается. Хорошо, значит, у меня теперь есть мой локальный сервер, на который я зашел, который мы только что купили. Не за 790 рублей в месяц, а там за какую-то сумму в день. То есть, если мне он не подойдет, я его просто удалю, и с меня спишется там что-то около 20 рублей. Все, больше ничего не нужно будет оплачивать, только за сервер. Supabase мы установим бесплатно. И он позволяет нам использовать его бесплатно, а не по тем тарифам, которые, соответственно, есть на сайте Supabase, который я показал в самом начале. Возвращаемся к нашей инструкции. Смотрите, подключиться к своему серверу. Мы вроде бы подключились, да, к своему серверу. Что нам дальше необходимо сделать? Ввести адрес своего сервера. Но мы зашли через другое приложение. Если у вас напрямую, то вы можете просто ввести либо через терминал стандартный, вы можете ввести вот это и адрес своего сервера. Вам он предложит, соответственно, поменять пароль. Дальше нам необходимо ввести вот такую вот команду в Docker. То есть вот команда таким образом выглядит. Выполни по очереди эти команды. По очереди эти команды необходимо ввести. То есть мы сначала должны вот ввести эту команду. Это позволит нам сейчас установить Docker. То есть мы ввели эту команду и смотрите, вот пошел какой-то процесс. Дальше нам нужно будет установить вот эту команду. Да, процесс завершился. Так, мы устанавливаем вторую команду и затем третью команду. То есть все я беру из этого шаблона, который находится под этим видео в первом закрепленном сообщении. Хорошо. Я могу это делать медленно, тупить. Ребят, не обращайте внимания. Все, значит, 3 команды я ввел. Что мне необходимо сделать дальше? Дальше. Установить Docker Compose, если его нет. Тебе просто нужно установить его одной командой. То есть я копирую опять эту команду и ввожу сюда же. Все. Процесс может занимать длительное количество времени, в зависимости от нашего сервера. Вот у меня это заняло несколько минут. Все, я скопировал, вставил, и теперь опять что-то устанавливается. Перехожу в инструкцию. Если появится ошибка на новых Ubuntu, обычно иногда надо так. Если появится ошибка, то я просто вот это все скопирую. Но ошибка пока не возникает, вон процесс идет. Давайте дождемся. Обычно в докере, да, когда возникает какая-то ошибка, он выделяет сразу все это красным. Все, установилось, ошибки нет. Хорошо. Переходим к следующему шагу, этот пропускаем. Проверь, что докер работает. Мы должны скопировать, сюда это все ввести. Enter. Докер версия такая-то, такая-то. То есть все работает, все отлично. Когда первый раз я проходил весь этот процесс, я каждый шаг еще скринил и отправлял чат GPT, спрашивал, все ли у меня нормально. Так что можете пользоваться и таким лайфхаком. Дальше, значит, нам необходимо, единственное, он путался, да, по очередности, что нужно для того, чтобы все это прекрасно работало. Значит, установка QRL. Значит, что такое QRL? Давайте посвящать еще что значит QRL. Значит, QRL это твой маленький почтальон в компьютере, который ходит по интернет-адресам, приносит тебе письма, данные или отправляет их обратно. Отправляет запросы на сайт и серверы. То есть для того, чтобы наш N8N взаимодействовал с нашей локальной базой и с Supabase, нам необходимо установить вот этот вот QRL. Это очень важно. Он отправляет запросы на сайты и, соответственно, присылает нам запросы, получает запросы. То есть он такой, знаете, человек-почтальон. Ну, здесь правильно. Я просил чат GPT максимально термины, которые нам непонятны, максимально подробно их рассказать. Хорошо, значит, устанавливаем QRL. Для этого мы берем вот эту команду, переходим в терминал, вводим, и у нас начинается процесс установки QRL. Значит, дальше нам необходимо уже начать устанавливать Supabase. Supabase находится вот по этой ссылке. Нам необходимо перейти по этой ссылке. Давайте ее скопируем. И мы попадем на GitHub. На GitHub как раз расположены все образы, которые нам необходимы. Здесь нам необходимо найти наш образ. Он выглядит и он
называется как, видите, уже новая версия вышла, хотя на днях только устанавливал, еще была старая версия. Значит, смотрите, наведите курсор на Supabase 2.12 Linux AMD 64 DEP. Сложно, да. Linux 2 AMD 64 DEP. Навести. Так, чем они отличаются? Вот. Ну, давайте этот скопируем. Нам необходимо навести курсор, нажать «Скопировать», адрес ссылки. Скопировали. Что у нас дальше в инструкции? Копирую правой кнопкой мыши ссылку на этот файл. Наведи курсор, кликните на кнопку «Copy to link», то есть «Сохранить», и скачать файл на сервер. Для того, чтобы скачать файл на сервер, нам необходимо перед нашей этой ссылкой прописать вот этот вот в JET и эту ссылку. Давайте где-нибудь в стороннем редакторе я это сделаю и введу терминал уже готовую ссылку. Все. Сейчас, по идее, он должен, соответственно, отправиться на этот сайт за счет того, что мы установили тот самый QRL и скачать тот самый Supabase на наш локальный сервер. По большому счету, да, все, мы большую часть работы, можно сказать, провели. Все. У нас процесс установился, мы переходим к следующему шагу. Значит, нам необходимо установить этот пакет, который мы скачали. Напоминаю, что мы скачали уже новую версию, поэтому здесь данные немножко изменятся. Я все это в редакторе уже отдельном сделал. И сейчас перейду в терминал и введу команду установки. То есть он скачал, и сейчас мы устанавливаем весь процесс. Все, процесс установки занял небольшое количество времени. Мы должны проверить, установилось ли. Для этого мы просто вбиваем Supabase версия, вот, но возникает какая-то ошибка. Скорее всего, я его прервал, да, установку ему прервал. То есть мы вроде бы все скачали, но не установили. Я сейчас еще раз попробую установить. Хотя нет, у нас все окей установлено. И мы проверяем Supabase V и получили, соответственно, версию. И получили версию 2.23.4. То есть все мы прекрасно установили. Необходимо просто было написать не version, а V. Вот в таком вот формате. И увидеть, соответственно, свою версию. Но все, что мы делали, все у нас установилось, все работало прекрасно. Единственное, вот эта вот команда не version, а V. Ее нужно было изменить. Нужно ее также подправить вот в этой инструкции. Хорошо. Значит, дальше. Если будет ругаться, в зависимости выполни вот следующий шаг и снова. Все прошло. Необходимо сейчас запустить сервис Supabase локально. Что мы делаем? Мы вот копируем эту команду. В команде это просто имя папки, в которой будет твой проект. Ты можешь назвать ее как угодно. То есть давайте назовем ее N8N. То есть по большому счету это просто название нашей папки, в которой будет все это храниться. Я вхожу в терминал и вбиваю. Я назову ее N8N test. И все, мы, получается, вошли в N8N test. То есть вошли в свою папку. Дальше. Значит, главное. Название может содержать цифры, подчеркивания. Хорошо, мы это все учли. Дальше, значит, инициируй Supabase проект. Мы копируем эту команду. Переходим в терминал. Вводим. Все. Необходимо нажать U. И все. Проект запущен. Все, мы, грубо говоря, установили Supabase. Дальше, запусти Supabase. Это поднимет все нужные сервисы через Docker. Значит, Supabase Start. Нам необходимо, чтобы наш Supabase запустился. Supabase Start. И он начинает запускать весь процесс, для того, чтобы все это у нас работало. На это уйти может достаточно большое количество времени. У меня на это в прошлый раз ушло минут, наверное, 7-8. Поэтому сейчас немножко остановимся и продолжим, как все заработает. Пока можем почитать, что первым запуском он скачает все нужное, создаст контейнер. Обычно доступ Supabase админка появляется по адресу. API будет на порту 54321, база данных 54322. Эти данные нам понадобятся в будущем, да, когда мы будем уже подключать к N8N. Хорошо, значит, здесь также в этой инструкции я сразу же скажу, что мы можем использовать, то есть
входить в Supabase не только по адресу, вот, который здесь сейчас у нас будет, а мы также сможем входить, то есть привязывать свой домен, получать SSL код для того, чтобы заходить там не на какие-то цифры, а заходить именно по определенному доменному имени. И я так сделал там для своего проекта. Здесь вы можете также сделать по этой инструкции для своего проекта. Хорошо, значит, сейчас у нас все это установится, и мы перейдем, соответственно, в браузер. Мы уже в браузере откроем наш проект. Для этого нам необходимо ввести будет IP-адрес своего сервера и в конце добавить 54323. 54323, это, напоминаю, это вход именно в наш конкретный проект. Все, у нас установился наш Supabase проект. Так, и смотрите, сюда также прилетели сразу же определенные данные, да, вот, которые мы видим. Значит, у нас здесь важны вот эти данные, я рекомендую их просто скопировать и сохранить себе куда-нибудь в папку, потому что с помощью этих данных мы сможем привязывать N8N к своей Supabase. Но прежде чем мы будем все это делать, давайте перейдем в инструкцию и посмотрим, какой следующий шаг. Потому что я пока сидел уже все и ждал, я уже все забыл. Значит, нам необходимо перейти вот по такому адресу. IP-адрес и 54323. IP-адрес нашего сервера. Значит, какой у нас IP-адрес нашего сервера? Он выглядел в самом начале, мы его подключали 45.91.8.142. И по этому адресу мы должны перейти. Смотрите, мы переходим. У нас подключение не защищено, может ругаться, да, когда мы переходим вот именно по адресу, но при этом у нас, смотрите, появился Supabase, то есть появился тот самый Supabase, который мы можем использовать уже на своем сервере. Значит, как с ним работать и как его подключить к N8N? Но прежде чем подключить, смотрите, смотрите, что здесь еще может происходить, какие ошибки могут возникать. Во-первых, ошибка, мы можем заходить вот по этой ссылке по адресу сервера, но любой, кто узнает, соответственно, адрес вашего сервера, он может также заходить сюда и воспользоваться, соответственно, вашими базами. Поэтому я рекомендую сейчас этот доступ запаролить. Как это сделать? В инструкции у нас также есть информация, то есть как ограничить доступ и запаролить вход. Нам необходимо установить вот этот вот Nginx. Для этого мы копируем вот эти данные, переходим в Terminus, вводим команду, нажимаем Enter, и у нас устанавливается, соответственно, эта штука, не знаю, как ее назвать. Значит, после этого создай пользователя и пароль. Необходимо будет ввести вот такую штуку, где нас попросят придумать пароль и ввести его два раза. Запомните, логин и пароль. Логин можно выбрать любой. То есть сейчас наша основная задача это будет ввести логин и пароль. Так, здесь еще не до конца установил, сейчас установится. Это как бы способ авторизации. Сейчас пока буду показывать, как он работает. Все ради безопасности наших персональных данных. Все, вводим. Единственное, место админа я тоже сейчас введу какого-нибудь пользователя. Да? Давайте введем N8N тест. Все, сейчас нам нужно будет придумать пароль и ввести его еще раз. Все, мы придумали пароль, и теперь смотрите, открой файл для нового сайта. Так, нам нужно еще создать конфигурацию. То есть мы берем, вводим и попадаем вот в такое меню. Значит, что нам здесь необходимо ввести? Нам здесь необходимо ввести вот эту команду. Мы ее копируем. Единственное, я, видите, заменил IP-адрес на свой IP-адрес. После того, как я все это ввел, мне нужно нажать «Сохранить этот файл» Ctrl-O, потом Enter, потом Ctrl-X для выхода. Значит, Commander, потом Enter и потом Ctrl-X для выхода. Все. Все получилось, все заработало. Так, включи новый сайт и перезапусти его. Так, мы эту команду сейчас копируем и вводим ее здесь. Сейчас нам необходимо проверить этот пароль. Единственное, мы изменяем вот N8N тест и проверим пароль, который вводили. Все.
Все работает. Мы ввели пароль, он заработал. Видите, если мы не выполняли команду, то он не найдет файл и попросит заново логин, пароль. Чтобы активировать сайт и перезапустить, нужны команды. Копируем эти команды и вводим эту команду. Следуем строго по инструкциям. Да, файл этот есть. И теперь, когда мы, смотрите, переходим на наш сайт, у нас он как раз просит, для того, чтобы мы авторизовались, просит ввести тот пароль и тот имя пользователя. Я ввожу пароль и имя пользователя. Все, теперь в мой проект могу войти только я. Это очень важно для безопасности. Я открыл в режиме инкогнито, потому что у меня в обычном режиме он не грузил сайт. Такое тоже бывает. Значит, смотрите, здесь что дальше? Здесь инструкция о том, как обновлять Supabase. Нам это пока не нужно. Здесь инструкция о том, как Supabase привязать к своему домену, чтобы открывалось не по тому запросу, да, который у нас есть, а именно по ссылке нашего домена. Здесь это тоже есть. Значит, дальше. Здесь инструкция о том, как к этому домену привязать сертификат безопасности, для того, чтобы мы могли зайти по ссылке типа HTTPS. И все. Сейчас у нас все готово для того, чтобы мы могли, соответственно, уже использовать наш сайт для подключения к N8N. Что мы делаем? Мы заходим уже в N8N. Workflow. И привязываем, для начала давайте привяжем в качестве memory к нашему Postgres, для того, чтобы все данные сохранялись в специальной папке. Что мы делаем? Создаем Postgres. Здесь создаем новый аккаунт. Здесь нам необходимо ввести, соответственно, данные, которые есть в разделе Connect. Данные, которые есть в разделе Connect для N8S. Мы заходим PSQL, и здесь мы копируем ссылку сначала на наш основной сайт, вот который выглядел таким образом. Сюда в качестве хоста. В разделе хост мы должны ввести свой IP-адрес, который мы получили. В разделе Postgres, Database должно быть Postgres, User Postgres, пароль Postgres, потом этот пароль можно изменить, и в конце в порте мы вводим 54322. Эти все данные, они отображаются здесь. Единственное, нам необходимо поставить свои данные. 54322 это, как я и говорил, в инструкции об этом было написано, что необходимо 54322 для доступа к базе данных. Хост это наш, как это правильно сказать, наш IP-адрес, здесь он по умолчанию показан, у нас свой. И Postgres это пароли. Все, после этого мы нажимаем сохранить, и считайте, мы подключили инструмент Postgres для своей памяти. Единственное, нам необходимо задать еще, куда он будет сохранять все эти данные. Давайте просто покажу вам на примере, сюда введу 888 и напишу тест, да? Тест. Дальше, значит, по базам данных. У нас здесь есть таблица с базами данных. Здесь в этой таблице будут сохраняться все ваши таблицы, все ваши данные, которые вы выгружаете. Но важно указать путь к этой таблице. Я в данном случае наберу просто таблица имя будет такая. И смотрите, сейчас, когда я к нашему AI-агенту буду что-то писать, давайте ему что-нибудь напишем. Единственное, нам здесь необходимо сменить имя, чтобы начиналось, то есть там есть тоже определенные требования по имени. Имя, чтобы вот, например, N8N Chat History. Нажимаем ОК и давайте еще раз протестируем. Спросим его: привет, все работает. И сейчас он уже обращается к ноде и все работает. То есть память уже работает. Сейчас, когда мы перейдем в Table Edition, то мы увидим историю, что привет, все работает, да, все работает. То есть это наша переписка. И эта наша переписка, она уже сохраняется непосредственно на локальном сервере, на нашем сервере. И таким образом мы можем, начиная от инструмента памяти, заканчивая полноценными векторными базами данными, можем сохранять и хранить наши активности, наши базы данных на наших серверах, на наших локальных серверах, а не где-то за рубежом. Все, у нас все работает. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на телеграм-канал. Ссылка на инструкцию находится в первом закрепленном сообщении. С вами был Герзуевич. Пока.